искон есть два типа инициации. First and second. Первая и вторая. So first would be called Harinam initiation. Первая называется Харинама инициация. And second is referred to as sometimes Gayatri initiation. И вторую иногда называют Гайатри инициация. Also Diksha initiation. Также ее называют Дикша инициация. So these devotees will take vows. И преданные будут давать обеты. Spiritual life means you have to be a little strict. Духовная жизнь означает, что мы должны быть немного строги. So we follow certain principles. Мы следуем определенным принципам. So many of you also follow these principles. И многие из вас также следовали этим принципам. So when you become qualified, Но когда вы становитесь квалифицированы, you make it official. Вы получаете официально. Just like a man and woman, they may have relationship. Как вот у мужчины и женщины могут быть отношения. But then they get married and it becomes like official. И затем они вступают в брак, и их отношения становятся официальными. So they will officially take certain vows. И официально они берут уже на себя определенные обеты. Just like in the church. Как в церкви. The man and woman, they take vows when they get married. В церкви мужчина и женщина, когда они заключают брак, они берут на себя обеты. So it's the same type of principle. Это тот же принцип. And there are 5 witnesses. Также есть 5 свидетелей. So all of you are one of the witnesses. И все вы являетесь одним из свидетелей. Because you're seeing what's going on. Ну что вы видите, что это, как это происходит. And we're also filming it. Также мы это снимаем на камеру. And then I'm also a witness. Также я свидетель. Guru. And the super soul. Сверхдуша. Super soul is all pervading. Сверхдуша всепроникающая. Within these flowers. Она присутствует в цветах. He's in every atom. В каждом атоме. So the super soul is the witness. Поэтому свидетелем является также сверхдуша. Sakshi means witness. Сакша означает свидетель. And then the flames of the fire. А затем пламя огня represent Lord Vishnu. Представляет Господа Вишну. Пойдем. So the flames also become the witness. И огонь также становится свидетелем. And then the 5th witness is the deity. Затем 5-й свидетель это божество. So we have deity of Gauranitai here. А у нас здесь есть божество Гауранитай. And we have a deity of Prabhupada. У нас есть божество Прабхупады. So those are 5 witnesses. Вот это 5 свидетелей. But there are other witnesses. Но есть также и другие свидетели. The air, Воздух, the sun, солнце, the moon, луна, the directions. Направление света, The demigods. полубоги. So many witnesses. Есть множество свидетелей. So they will take their vows. Они преданные будут принимать обеты, No meat, fish or eggs. не употреблять в пищу мясо, рыбу и яйца, They only take Krishna prasadam. принимать только Кришна прасадам, No illicit sex. не заниматься незаконным сексом, No gambling. не играть в азартные игры, No не intoxication. употреблять интоксикации. But they are allowed to watch the cup final tonight. Но им разрешается смотреть финальную игру Кубка мира. Because if I said they couldn't, they would anyhow. Потому что если скажу, что им не надо, они все равно будут смотреть. So that's not so bad. Поэтому это не самое страшное. Maybe even the demigods are watching the cup final. Может даже полубоги смотрят этот кубок. But Prabhupada said that human beings have become so degraded. Но Прабхупада сказал, что живые существа стали настолько деградированы. Human beings on this earth planet have become so low. Живые существа, люди на этой планете Земля стали настолько низкими, That the demigods don't even come to the earth planet to pass urine. что полубоги не хотят спускаться на эту планету Земля даже чтобы помочиться. So somehow I don't think they'd be interested in football match. Поэтому я не думаю, что их сильно заинтересует этот футбольный матч.
So, initiation is for those who want to become more serious. Инициация — это для тех, кто хочет быть более серьезным. And many of you are already initiated. И многие из вас уже инициированы. And some of you are not. А кто-то еще нет. But the idea is to become more serious in Krishna consciousness. Суть в том, чтобы надо становиться все более серьезными в сознании Кришны. We want to go forward in spiritual life. Мы хотим продвигаться в духовной жизни. We have material life and we have spiritual У нас life. есть материальная жизнь и духовная жизнь. They're two opposites. И они как две противоположности. Material life means I take shelter of money. Материальная жизнь означает, я принимаю прибежище у денег. I take shelter of sex. Я принимаю прибежище в сексе. I will eat anything and everything. Я буду есть все, что угодно, все попало. I'm overly attached Я очень сильно привязан to my family. к своей семье. I try to exploit them. Я пытаюсь их эксплуатировать. Everything is meant for my enjoyment. Все предназначено для моего наслаждения. This is material life. Это материальная жизнь. One is envious of other living beings, Когда мы завидуем другим живым существам. like the cow Корове or the sheep, или овце, chicken. или курице. Therefore you eat them. Поэтому мы едим их. Envy means absence of mercy. Зависть означает отсутствие милости, милосердия. So materialists, everything is centered around me. И в материализме все, я нахожусь в центре всего. For a materialist, their philosophy is Для материалиста философия I, me, and mine. «я, мне, мое». Yeah. As long as I can enjoy. До тех пор, пока я могу наслаждаться. And they have so-called philosophies И у них есть так называемые философии, where they try to rationalize где они пытаются как-то все это рационально объяснить, обосновать material life. свою эту материальную жизнь. I'll explain one philosophy. Я объясню одну философию. They call it lifeboat ethics. Они называют это этикой такой лодки жизни. You know, as soon as you say the word ethics, Когда вы говорите слово «этика», it sounds nice. это звучит как-то очень хорошо, правильно. So I'll tell you what is lifeboat ethics. И вот я вам скажу, что это за этика такой лодки жизни. You're on a ship and you're sailing in the Black Sea. Вы плывете на корабле в Черном море, But the ship sinks но этот корабль начинает тонуть, and you're in a lifeboat. и вы в спасательной лодке, And there's two of you. вас двое, And you're out there in the middle of the ocean. и вы оказываетесь посреди океана. And you only have the one bottle of water. И у вас только одна бутылка воды And you have like 2 vinikis. и 2 вареника. No food, Никакой еды, no water. никакой воды, And there's 2 of you. и вас двое. So the one man kills the other man. И один мужчина убивает другого, And then he will live longer. и тогда он проживет дольше, Because he gets all the water. потому что ему достанется вся вода. And he gets 2 vinikis И ему достанется оба вареника instead of one. вместо одного. Now they call that, they give it a fancy name. И этому дают какое-то такое культурное название. Lifeboat ethics. Жизнь спасательной лодки. But it's really horrible. Этика спасательной лодки. So material life is everything for me. Материальная жизнь все только для меня. And only my family. Только моя семья. No one else. Ничья другая. Everyone else can go to hell. Все остальные могут катиться в ад. As long as I'm all right. До тех пор, пока со мной все будет And нормально. my immediate children and family. И с моими детьми и моей семьей. It's called selfishness Называется эгоизм. and extended И selfishness. также расширенный эгоизм. With no concept of God. Где нет концепции Бога. No belief in God. Нет веры в Бога. So material life is very animalistic. Материальная жизнь подобна жизни животных. We would not expect animals to have religion. И не ожидается, что животные будут заниматься религией. Although the last 3 nights, 3 different swabaks have come here. Хотя за последние 3 вечера 3 разные собаки пришли сюда. And I met a new one tonight. Сегодня я еще новую одну увидел. They don't know what's going on. Они не понимают, что здесь происходит. They're not coming to get initiated. Вот, что здесь получают инициацию. They're not chanting Hare Krishna. Они не получат такую инициацию, они повторяют Харе Кришна. They're actually here by accident. Они здесь по случаю.
But actually it's not accident. На самом деле это не случайно. Because they're hearing the holy name. Потому что они слышат Святое Имя. So this is mercy on these dogs. И это милость для них. I gave some prasadam to the dog yesterday. Вчера я дал одной собаке просад. So animals don't have any religion. И животные не практикуют особенно какую-то религию. You don't see them in the churches and the temples. Их нельзя увидеть в храмах, в церкви. So animalistic human beings also have no religion. И у людей, подобных животных, также нет никакой религии. But the intelligent human being will understand there's a cause behind everything. Но разумный человек поймет, что за всем есть какая-то причина. There's a creator. Есть Творец. Everything comes from something. Все происходит откуда-то. This microphone just didn't happen out of nothing. Этот микрофон не появился ниоткуда. You know, you wake up one morning and all of a sudden there's a Mercedes car in your garden, in your driveway. Вы просыпаетесь однажды утром и видите, что во дворе у вас стоит Мерседес новенький. And you say, well, it just happened. И говорите, да вот, ниоткуда взялся. No, someone made it. Нет, кто-то сделал его. These flowers. Вот эти цветы. Everything has a creator. У всего есть Творец. This building, did it just happen by chance? Разве это здание появилось из ниоткуда? All the По cement, случаю. all the cement, Весь этот цемент, the roof, крыша. did it just happen by chance? Просто как-то случайно появилось. Or did it require builders, Или для этого нужны были строители, engineers, инженеры, artisans, проектировщики, plumbers? трубопроводчики? Of course, it required human beings. Конечно. Чтобы построить такое здание, нужны люди. So the creation also required an intelligence. Поэтому творение также требует разума. And that supreme intelligence is God. И этот верховный разум — это Господь. Whether you call him Allah, Можно назвать его Аллах, Jehovah, Иегова, Bhagavan, Бхагаван, Ram, Рам, Krishna, Кришна. Govinda, Gopal. These are all names for Bog. Все это имена Бога. So the intelligent person will understand there's a supreme being. И разумный человек поймет, что есть верховное существо. And the purpose of the human form of life И цель человеческой формы жизни is to become God conscious. — обрести сознание Бога, Then at the time of death we go back to the spiritual world. чтобы в момент смерти вернуться в духовный мир. And we don't stay here in Donetsk. Чтобы мы не оставались здесь, в Донецке. But if you want to stay in Donetsk, Но если вы, конечно, хотите остаться в Донецке, you can. вы можете. But I think it's better to go back to the spiritual world. Я думаю, будет лучше все-таки вернуться в духовный мир, Where Prabhupada writes, где Прабхупада пишет: you live with the supreme personality of God. мы будем жить с верховной личностью Бога, Then you dance with the supreme будем Lord. танцевать с верховной личностью Бога, You play with the supreme Lord. играть с верховной личностью Бога, And you eat with the supreme Lord. есть с верховной личностью Бога. Prabhupada writes that in the 8th canto. Прабхупада пишет это в 8-й песне. So this is very auspicious that these people are getting initiated. Это очень-очень благоприятно, что преданные получают инициацию. I encourage others to think about getting initiated Я вдохновляю других также думать о том, чтобы получить инициацию to bona fide spiritual master. у истинного духовного учителя. And within our ISKCON society, there are a number of bona fide spiritual masters. В нашем обществе ИСККОН есть достаточное количество истинных духовных учителей. Purpose of guru is to guide. Цель гуру — это вести. So my purpose is to guide these devotees И моя цель, мое назначение — это вести этих преданных on the path back to Godhead. по пути назад к Богу. So actually, they are the property of Srila На Prabhupada. самом деле они принадлежат Шриле Прабхупаде. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada is their Param Guru. Его божественная милость, Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупад, является их парам-гуру. Param Guru means the guru of their guru, Парам-гуру означает гуру их гуру, or grandfather guru. или гуру дедушка. Yeah. So all of these disciples of mine are the property of Srila И Prabhupada. все мои ученики являются собственностью Шрилы Прабхупады. And he is the Uttama Bhagavad, Он является Уттама Бхагаватой, Maha Bhagavad, Маха Бхагаватой, Jivan Mukta Mahapurush, Дживан Мукта Махапуруши, highly advanced devotee, очень высоко продвинутым преданным and personal associate of Radha and Krishna. и личным спутником Рады и Кришны.
Now, I'm not so advanced. Я не настолько продвинут. But if I can help them become attached to Prabhupada Но если я смогу помочь им привязаться к Шриле Прабхупаде and Bhaktisiddhanta и к Шриле Бхактисиддханте, and Bhaktivinoda, because it's his disappearance day today, также к Бхактивинод Такуру, потому что сегодня день его ухода, they will give so much mercy. они дадут им очень много милости. They have all of Radha and Krishna's mercy. Они получат всю милость Радхи и Кришны, All the mercy of Lord Chaitanya Nitai Gaurasundara. всю милость Господа Чайтаньи, Нитай Гора Сундара. So, my humble request is you all become more serious. Моя смиренная просьба, чтобы вы все становились более серьезными Consider getting initiated. и думали о том, как получить инициацию. And those who are initiated, А те, кто уже инициированы, become more serious стали также еще серьезнее and more committed to chanting the name of God. и больше посвящали себя повторению имен Бога, Shuddhanam, повторению Шудханамы, pure name. чистого имени. Srila Bhaktivinoda Thakur ki, Srila Garadhar Pandit ki, Srila Prabhupada ki. Сейчас There are also 10 offenses you should avoid. также вы должны избегать 10 оскорблений. The difference between Shuddhanam, the pure name, Есть разница между чистым именем and chanting the name with offenses и повторением святого имени с оскорблениями. is like the difference between milk and mud. Это все равно как разница между молоком и грязью. Srila Bhaktisiddhanta stated. Это сказал Шрила Бхактисиддханта. There is a vast difference. Огромная разница. So when we chant the holy name, Когда мы повторяем святое имя, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. we want to avoid the 10 нужно offenses. избегать 10 оскорблений. So we have to read and understand what are these 10 Мы offenses. должны их прочитать и понять, в чем они заключаются. They're described in the Padma Purana. Они описываются в Падма Пуране. Very briefly, I'll just go over them. Я просто коротко расскажу о них. Paramaparad is to blaspheme Vaishnava, Парамапарадха — это критиковать, ругать вайшнавов. avoid bad thoughts towards the Vaishnava. Да избегать плохих мыслей по отношению к вайшнавам. And who's a Vaishnava? И кто такой вайшнав? Anyone who Любой. accepted Krishna as the goal of life. Кто принял Кришну как цель своей жизни. Anyone, Любой. whether they're initiated or not. Инициирован он или нет. Anyone who's accepted Krishna as the goal of life, Любой, кто принял Кришну как цель своей жизни, who has some faith in the deity, у кого есть божество, вера в божества, Kanishta Bhaktas, Каништа Бхакти, are Vaishnavas. являются вайшнавами. We should not offend them. Мы не должны оскорблять их. Second offense is to think demigods and God are the same. Второе оскорбление — это считать, что полубоги и Господь находятся на одном уровне. Third one is to disobey instructions of the Guru. Третье — это не повиноваться указаниям гуру. Fourth one is to blaspheme the scriptures. Четвертое оскорбление — это критиковать Священное Писание. That means revealed scripture, Означает откровенное Писание. Bhagavad Gita, Bhagavatam, Бхагавад-гита, Бхагаватам. but also Bible. Также Библия It's a holy book. — это святая книга. The contents is more basic, Содержание достаточно такое базовое, but then Jesus was teaching to more basic people. но Иисус обучал таких простых людей. So we should respect Поэтому мы должны уважать any holy scripture. любое Священное Писание. The fifth and the sixth offense Пятое, шестое оскорбление. is to think the glories of the holy name is imagination, Считать, что слава Святого Имени — это выдумка, преувеличена. Harinam Kalpana, and to think that the holy name, the glories of the holy name is exaggeration. И считать также, что слава Святого Имени — это придумано, Seventh offense, преувеличено. to commit sinful acts on the strength of the holy name. Седьмое оскорбление — совершать греховные действия в надежде на очистительную силу Святого Имени. The eighth offense is to think chanting the name of God is the same as the Vedic ritualistic activity. Восьмое оскорбление — это считать, что повторение имен Бога подобно ведической ритуалистической деятельности. Ninth offense is to preach to those who are very envious. Девятое оскорбление — проповедовать тем, кто завистливый. And we don't preach to those like Kamsa and Shishupal. Мы не должны проповедовать тем, кто как Камса или как Шишупала.
This is number 2 now. Вот это номер 2. Maybe he wants to get initiated. Может, он тоже хочет получить инициацию. So the 10th offense is to maintain material attachment 10-е оскорбление — это сохранять материальные привязанности while chanting. во время повторения. And also vikshepa, to be distracted while chanting the holy И name. также викшепа — отвлекаться, быть сосредоточенным в святом имени. And all of these offenses are discussed elaborately И все эти оскорбления очень подробно объясняются by Srila Bhaktivinoda Thakur Шрилой Бхактивинода Thakura in the book Harinam Chintamani, в книге Харинама Чинтамани, which I think we have in Russian. которая есть на русском языке. Read it. Прочитайте ее. We should read it twice a year. Надо читать ее 2 раза в год. Should memorize it. Вы должны запомнить ее. It's very important for our chanting. Она очень важна для нашего воспевания. And those persons who can read the Jayavadana, И те, кто могут читать Джайавадхарму, do we have in Russia? yes. Then chapters 22, 23, and 24. Нужно прочитать также Джайавадхарму 22, 23, 24 главы. One chapter on Shuddhanam, Одна глава Шудханами, one chapter on Namabhas, Намабхаси одна глава one chapter on Namaparad. и одна Намапарат. Since chanting is our most important activity, Поскольку повторение святого имени — наша самая важная деятельность, information about chanting is the most important knowledge. информация о святом имени, повторение святого имени является самым важным знанием. So you should read this book, especially Harinam Chintamani. Поэтому вам надо читать эти книги, в особенности Харинама Чинтамани. And this will help you understand the power of the holy name. И это поможет вам понять силу святого имени. Srila Gadadhar Pandit ki jai, Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Nitai Gaur Sundar ki jai, Gaur Premanandi. Call them one by one. Сейчас будут называть имена, пожалуйста, подходите, и, как я уже объяснял, предлагайте поклоны своей Шриле Прабхупаде, божествам, и затем подходите к Махараджу. И говорите о тех обетах, которые вы берете. Преданные, уберите вот гармошку. Можно взять в руки мриданги, караталы, гармошку, и когда будут произносить духовное имя, можно кричать всем «Харибо» и дружно хлопать в ладоши, стучать в караталы, мриданги. То есть не стесняйтесь в этом отношении. Прославляйте Вишнаву, это очень благоприятно. When Srila Prabhupada gave me my name, Когда Шрила Прабхупада дал мне мое имя, it was at Bhaktivedanta Manor. это было в Бхактивиданта Майнере, In London, в Лондоне, George Harrison, the Beatles, he gave. который пожертвовал Джордж Харрисон из Битлз. So he gave me a long name, Он дал мне длинное имя. Partha Sarathki Das. And I was so scared, Я был настолько напуган, I forgot the и name. тут же забыл имя. Totally forgot it. Полностью забыл его. Кто-то включите третий микрофон, пожалуйста. And then I remember I went to Prabhavishnu Maharaj. Я помню, пришел к Прабхавишну It Махараджу. was Prabhavishnu Brahmachari then. Он тогда был еще Прабхавишну Брамачари. I said, Prabhu. Я сказал ему: Прабху, What's my name? What's my как name? меня зовут, как мое имя? I've forgotten it. Я забыл его уже. And he said, don't worry. Он сказал: не волнуйся. It's in the Bhagavad Gita. Оно есть в Бхагавад-гите. It's on the front cover of the Bhagavad Gita. Это на передней обложке, на главной обложке Бхагавад-гиты. Arjuna is Partha. Арджуна — это Партха. And Sarathi means chariot driver. Саратхи означает возничий, So the chariot колесничий. driver of Arjuna is Partha Sarathi. И колесничий Арджуна — это Партха Саратхи.